Добрый день, дорогие друзья! Уже совсем скоро Новый год, и я продолжаю готовить для вас разные праздничные вкусняшки. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом поистине самого популярного, даже не блюда, а продукта на новогоднем столе. Итак, барабанная дробь, конечно же, это майонез. Конечно, майонезом на новогоднем столе мы пользуемся часто, заправляем им всевозможные салаты и закуски, и поэтому я предлагаю вам сделать домашний майонез. Он будет гораздо вкуснее, ну а про пользу вообще молчу. Итак, для домашнего майонеза нам понадобятся перепелиные яйца, масло растительное, лимонный сок, горчица, соль, сахар, перец. Все делается просто в мгновение ока. Дорогие хозяюшки, если вы все еще покупаете майонез в магазинах, перестаньте это делать. Причем некоторые ингредиенты, из которых я назвала, можно будет заменить, и в процессе я скажу, как и на что. И коль уж мы сделаем домашний вкусный майонез, бонусом сделаем овощную тарелку. Итак, майонез. Берем растительное масло 180 мл. Можно растительное масло заменить оливковым. Майонез станет от этого вкуснее, но при этом он и поменяет свой вкус. Приобретет такую горчинку, ну и привкус оливкового масла. Где это хорошо? В закусках, когда вам нужен этот ярко выраженный аромат оливкового масла. Заправка к морепродуктам, если туда добавить чеснок на основе вот этого домашнего майонеза, будет очень вкусный. Но если вы домашним майонезом собираетесь заправлять салаты, лучше взять обычное растительное рафинированное масло. Далее перепелиные яйца. У меня здесь 5 штук. Это приблизительно равно одному хорошему куриному яйцу, такому крупному. Почему я беру перепелиные? Ну, не надо объяснять, что они гораздо полезнее, чем куриные. Ну и говорят, что они безопаснее. Но куриное яйцо в количестве 1 штук тоже сгодится. Перепелиные яйца отправляются к маслу. Следом отправляется чайная ложка горчицы. Смотрите, чтобы горчица была не очень крепкая, не очень жгучая. Если она такая, можно чуть меньше добавить. Чайная ложка. И чайная ложка лимонного сока. Далее добавляем 1 чайную ложку сахара и щепотку соли. Мне нравится делать домашний майонез с соком лимона. Но такой майонез хранится где-то 2-3 дня. Ну, в общем-то, любая хозяйка знает, что все салаты больше 2, ну максимум 3 дней они и не хранятся. А если салат заправлен майонезом, то сутки максимум. Поэтому мне этот вариант подходит. Но если вы хотите сделать майонез впрок, можете заменить лимонный сок уксусом. Обычным яблочным уксусом, и тогда такой майонез простоит у вас в холодильнике где-то 5-7 дней. Так, сахар, соль добавила, немножечко перчика, можно добавить свежемолотый. Все, теперь берем погружной блендер, если блендера нету, берем миксер и взбиваем. Ну вот, посмотрите, буквально 1 минута взбивания и замечательный густой, очень вкусный домашний майонез у нас готов. Из такого количества ингредиентов получается 200 грамм майонеза. Ну а теперь, как и обещала, сделаем легкую овощную закуску. Для этого мне потребуется болгарский перчик, морковка, сельдерей и огурец. Все овощи режем тоненькими брусочками. Итак, дорогие друзья, простейший, вкуснейший домашний майонез у меня готов, а заодно и овощная закуска на ваш праздничный стол. Обязательно попробуйте и готовьте ваши салаты с домашним майонезом. Приятного вам аппетита!